Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами про время, в частности, про его недостаток, когда его не хватает, когда оно истекло. Напоминаю, что у меня есть Telegram и Instagram, handle для обоих каналов одинаковый, Kirill's_English. И начать сегодняшнее видео мне бы хотелось с одной очень полезной language learning strategy, specifically vocabulary learning strategy. Желательно должна быть какая-то тетрадка или какой-нибудь блокнот или какая-нибудь записная книжка такого небольшого формата, куда вы от руки будете записывать слова. Обязательно туда же вы должны вписывать не только одно слово, желательно это должно быть словосочетание, лучше, конечно, 3 или 4 слова, то есть сочетание из 3 и 4 слов. Языковой корпус вам в этом поможет. Но и также всякого рода объяснения, например, почерпнуть вы их можете у меня в видео, либо же почитать в каком-нибудь онлайн-словаре. Если у вас такой тетрадки нет, то я не знаю, как вы учите слова. Полагаться на свою память, что вы один раз где-то услышали, потом каким-то образом вы это вспомните. Так это не работает. В своем последнем, по-моему, посте в Телеграме я написал, что большинство студентов, к сожалению, не обладает навыками изучения языка. То есть нам все время говорят, что учи, запоминай, и дают очень много слов. В последнее время YouTube это просто нашествие каналов, где слова, выражения, слова, выражения. Уже про грамматику все забыли, хотя не стоит про грамматику-то забывать, наверное. Но тем не менее, вот это вот огромное количество засилья информации лексической, но почему-то никто не объясняет, а как это все запомнить-то? Там же объемы-то необъятные. Как это делать? И очень важно иметь вот этот вот арсенал, репертуар специальных, по-английски это называется language learning strategies. Без них, к сожалению, изучение языка невозможно. А если возможно, то оно может затянуться на долгие годы. Если вы во взрослом возрасте учите язык, то полагаться на свою память, как это было у вас в школе, не стоит, потому что, к сожалению, память наша работает немножко по другим законам. Итак, блокнот, тетрадка от руки. Заметьте, я не говорю Duolingo и какие-нибудь предложения, где вы тыкаете пальцем в слово или оно вам там появляется, потому что, как нам показывает research, мы запоминаем лучше всего, когда мы это сами пишем. Берем ручку, карандаш, фломастер, я не знаю, уголь, чем вам удобнее писать, и пишем непосредственно рукой, своей, не соседской, непосредственно в тетрадку. Потом пальчиками это все переворачиваем, мелкая моторика рук, как говорится, до дыр, и пытаемся вспомнить. Помните, что самое сложное, но самое необходимое в изучении языка — это пытаться retrieve the word from your memory. То есть вытащить в буквальном смысле этого слова какую-нибудь фразу из вашей памяти. Для этого вам нужно себя натренировать это делать. То есть это должно быть желание. Вы куда-то идете, и вам нужно это слово использовать. И вы прям силком вытаскиваете из себя это слово и вставляете в свою речь. Монологическая речь, диалогическая речь — это уже, как говорится, ваши половые трудности. Но очень часто мы не успеваем что-то сделать, когда время вышло и время закончилось. Как об этом говорить по-английски? Нам понадобится фразовый глагол run out. И склонять, спрягать по разным временам мы его будем также. Run out, ran out в прошедшем времени и run out. То есть первая и третья форма совпадают, это очень легко. Кстати, если вы живете в англоязычной стране, в частности, если вы проживаете в США, я думаю, вы заметили, что и если вы обращаете внимание на то, как англофоны говорят, очень часто, для тех, для кого английский родной, вместо третьей формы они говорят вторую форму. Я так думаю, происходит это потому, что мозг не видит разницы между первой и третьей формой, потому что это одна и та же форма. Окажется, что там третья форма всегда должна отличаться от первой, поэтому мозг пытается вставить что-то, что не похоже на этот формат, то есть ran, и используется именно эта форма. Пообращайте внимание, очень интересно. Давайте обратимся к примерам. I ran out of time. I ran out of time. Простое предложение в прошедшей форме: у меня время закончилось. I ran out of time. И здесь заложен смысл сожаления. Мне его не хватило. То есть оно закончилось, и подразумевается, что вы не успели что-то сделать. То есть сравните предложение Your time is up
Все, ваше время вышло. Когда учитель, например, на таймере ставит вам 2 минуты, вы должны в эти 2 минуты поговорить с соседом. Он говорит, your time is up. Там уже успели, не успели. То есть нет акцента на том, что вы что-то не успели. Хотя по смыслу переводиться могут одинаково. The time is running out. Здесь мы берем длительность и показываем, что это все в процессе. The time is running out. Время у нас истекает, заканчивается, мы ничего не успеваем, глобальное потепление, нужно что-то с этим делать. Например, the time is running out. You had plenty of time. Right, but I ran out. You had plenty of time. Right, but I ran out. У тебя же было достаточно времени. С намеком, почему ты этого не сделал? Да, это так, но время-то закончилось. Я не успел. I almost ran out of time. I almost ran out of time. И здесь слово almost нам дает понять, что мы все-таки успели сделать, но еще чуть-чуть, и я бы не успел. I almost ran out of time. И здесь я могу задать вам вопрос, чтобы проверить, как вы понимаете смысл этого высказывания. Did I run out of time? Yes or no? No, I didn't. I didn't run out of time. I was able to finish it. I was able to do something. Can you do it before time runs out? Can you do it before time runs out? В настоящем времени используем этот фразовый глагол. Успейте до того, как время истечет. Can you do it before time runs out? Обращаю внимание, что соединяем слова, если у вас есть согласный звук с гласным на стыке runs out, еще и звонкий звук S. If time ran out, it would be the Senate's fault. Здесь мы имеем дело с гипотетической ситуацией, как понимаете. У нас стоит if в начале, то есть мы говорим о воображаемом некоем событии. То есть, допустим, представим, если бы вдруг время вышло, то вина во всем в этом будет за Сенатом. Yeah, but time ran out before I could. Yeah, but time ran out before I could. Представьте, какой-то разговор был, и человек на это все отвечает, что да, но, в общем, время вышло до того, как я успел что-то там сделать. He couldn't do a dissertation before his time ran out. He couldn't do a dissertation before his time ran out. Не удалось ему написать диссертацию до того, как время вышло. Окей, что вам нужно запомнить? Фразовый глагол run out. Он непереходный. То есть, когда мы используем непереходные глаголы, очень часто у нас возникает в голове непонятность, нам хочется пассив сделать. Этого делать не нужно, потому что непереходные глаголы как раз эту функцию уже имеют. Поэтому ran out вы не можете ran что-то out. Например, I ran out the chair, например, или the table, или что-то еще. Потому что этот глагол непереходный, прямое дополнение использовать не имеем права. Я желаю вам, чтобы вы всегда все заканчивали вовремя и чтобы your time never runs out. Всем отличных выходных. Пока.